Вслед за корейским концерном Hyundai компания Kia резко повысила стоимость своей продукции для россиян. Все представленные модели получили рекордные прибавки. Автомобили стали дороже на 173 600 тысяч рублей. Прибавка составляет от 16 до 20%. При этом автомобили из Южной Кореи продолжают поставлять в Россию. Они оказались вне санкций вместе со смартфонами, посудомойками и прочей потребительской электроникой. Что касается повышения цен, то в линейке Kia наименее заметно подорожал седан Rio, который является самым продаваемым автомобилем в России по итогам февральских продаж. Его цена увеличилась на 173 тысячи. Теперь его стоимость составляет 1 218 тысяч и доходит до 1 600 тысяч. Кстати, собрат Hyundai Solaris тоже недавно подорожал на 240 тысяч. Теперь он на 27 тысяч дороже Rio. А отечественный конкурент Lada Vesta после пересмотра цен стал стоить больше на 170 тысяч рублей. Напомню, что на канале я уже делал разбор цен на автомобили Hyundai и Lada. Для тех, кто не видел и кому интересно, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. Самой дешевой моделью Kia по-прежнему является малолитражка Picanto стоимостью от 1 165 тысяч рублей до 1 455 тысяч рублей. Но она подорожала больше, чем Rio на 27 тысяч. Прибавка составляет 200 тысяч. Кросс-хэтчбэк Kia Rio X, так же как и седан, подорожал на 173 тысячи. Теперь он стоит от 1 338 тысяч рублей до 1 660 тысяч рублей. Новый седан Kia Cerato стоит от 1 766 тысяч рублей до 2 230 тысяч рублей. Его стоимость разом выросла на 221 тысячу. Новый Kia Ceed прибавил в цене 250 тысяч. Минимальная стоимость составляет 1 905 тысяч и доходит до 2 450 тысяч рублей. Новый Universal Ceed SW стоит от 1 945 тысяч рублей до 2 520 тысяч. Подорожание составило 250 тысяч. Седан Kia K5 стал дороже на 368 тысяч. Теперь он стоит от 2 323 тысяч рублей до 3 110 тысяч. При этом родственная Sonata недавно подорожала на 415 тысяч. Спортивный лифтбэк Kia Stinger теперь стоит от 3 430 тысяч до 4 860 тысяч. Подорожание составило 560 тысяч. Седан представительского класса K900 получил максимальную прибавку в 600 тысяч. Его стоимость начинается от 5 165 тысяч рублей и доходит до 6 595 тысяч рублей. Настолько же подорожал и кроссвэн Kia Carnival. Теперь он стоит от 3 545 тысяч до 4 675 тысяч рублей. Мини-SUV Kia Soul подорожал на 220 тысяч. Его стоимость теперь составляет 1 540 тысяч рублей и доходит до 2 190 тысяч рублей. Кроссовер Kia Seltos стоит от 1 647 тысяч до 2 585 тысяч рублей. Прибавка составила 257 тысяч. Кросс-хэтчбэк Kia Exceed прибавил в цене 340 тысяч. Стоимость от 2 215 до 2 690 тысяч рублей. Кроссовер Kia Sportage стоит от 2 418 тысяч до 3 145 тысяч рублей. Прибавка составила 290 тысяч. Причем в ближайшее время Kia начнет продажи нового Sportage, и скорее всего его стартовая стоимость приблизится к 3 миллионам рублей. Кроссовер Kia Sorento подорожал на 458 тысяч. Его минимальная стоимость составляет 3 218 тысяч и доходит до 4 390 тысяч рублей. Флагманский внедорожник Kia Mahav получил прибавку в 500 тысяч. Теперь он стоит от 4 830 тысяч до 5 275 тысяч рублей. Отмечу, что это рекомендованные розничные цены от производителя, а дилерские наценки могут в разы превышать официальную корректировку прайса. Например, до подорожания Kia Rio X в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач стоило 1 175 тысяч рублей. Но официальный дилер продает аналогичный автомобиль за 2 256 тысяч рублей. Это на 1 81 тысячу рублей больше рекомендованной розничной цены.
Друзья, напомню, что на случай блокировки YouTube советую подписаться на мой телеграм-канал и на канал в Яндекс.Дзене, в котором я дублирую контент и добавляю другие новости. Ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии.